Оказывается, друзья, поляки храбрее русских и способны бороться до конца. Такое заявление сделал глава Польши Анджей Дуда, приведя в пример Вторую мировую войну. Складывается впечатление, что западных политиков специально набирают в учреждениях, где находятся под опекой умственно отсталые люди. Я не хочу обидеть умственно отсталых, они добры и безобидны, но поручать им принимать политические решения явно нельзя, поскольку они слабо ориентируются в реальности. Яркий пример слабой ориентации в реальности – президент незалежной Польши. Явившись к американскому коллеге Дональду Трампу, Анджей Дуда не придумал ничего лучше, как сравнить поляков с русскими. Вот что он сказал о России. Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши, за исключением одного. Я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне. Возникает вопрос, не попал ли Дуда на пост главы Польши из какого-то параллельного измерения? Ведь Варшава в 1939 году оборонялась от немцев лишь 3 недели, тогда как оборона Одессы, например, длилась более 2 месяцев. И именно менее храбрые, по мнению Дуды, русские освободили в итоге как бы более храбрых поляков. Кроме того, неясно, относится ли заявление главы Польши только к рядовым согражданам или к руководству страны тоже. Ведь польская верхушка в том же 1939-м быстро смазала лыжи в эмиграцию, тогда как советское руководство, например, оставалось на своих постах. И Жданов в блокадном Ленинграде, и Сталин в защищающейся Москве никуда не бежали. Кстати, сам Дуда год назад храбро ездил в США, где его не приняли в Белом доме и унижали другими способами. В связи с чем возникает вопрос. Лизание американских туфель – это тоже такой признак особой польской смелости. Впрочем, вернемся ко Второй мировой. Вы много слыхали о партизанском движении в оккупированной гитлеровцами Польше, превращенной в генерал-губернаторство. И я не слыхал. А все потому, что никакого массового партизанского движения более храбрые поляки не создали. Вместо этого они добросовестно впахивали на немцев. А появившийся в 1944 году польский партизанский штаб внезапно был создан клятыми коммуняками, которых сейчас так любят обвинять во всех грехах, сведомые в Варшаве. Даже польские евреи, методично перемалываемые в лагерях смерти, и то оказались намного храбрее восхваляемых Дудой поляков. В оккупированной же немцами Польше в 1942 году возникло обособленное европейское партизанское движение. До самого конца войны оно не влилось в официальную армию Краеву, Отечественную армию, подчинявшуюся польскому правительству в изгнании в Лондоне. Гвардия Людова с 1944 года, армия Людова, контролировавшаяся польской рабочей партией, то есть фактически Москвой, в 1943-1944 годах включила в свой состав много еврейских отрядов, однако другие еврейские отряды только сотрудничали с ГЛАЛ, а были и такие, которые сохранили свою независимость до конца, до гибели отряда в неравном бою с врагом или до его самороспуска в преддверии освобождения Красной армии. Более того, армия Краева воевала против еврейских партизан, то есть в их глазах ничем не отличалась от гитлеровцев. Стоит ли удивляться, что нынешние националистические власти Польши продолжают эту линию, отказываясь признавать участие поляков в истреблении евреев? Поляки бывали храбры во Второй мировой в основном тогда, когда им противостоял более слабый противник, или в составе соединений, сотрудничавших с СССР. А вот националисты, которые нынче рулят в Варшаве, храбрились в основном до начала Второй мировой, когда помогали Гитлеру расчленить Чехословакию. И это как раз прекрасный пример так называемой польской храбрости. 14 января 1938 года Гитлера посетил глава МИД Польши Юзеф Бек. Начались германо-польские консультации по поводу Чехословакии. Берлин выступил с требованиями обеспечить права судетских немцев. Варшава с аналогичными требованиями по поводу тишинских поляков. Кроме того, когда Советский Союз 12 мая выразил готовность оказать Чехословакии военную помощь в противостоянии с Германией при условии пропуска Красной армии по территории Румынии и Польши, эти государства заявили, что не допустят прохода советских войск. Обкатили холодным душем и Париж, хотя Франция была традиционным союзником Польши. Юзеф Бек сообщил, что в случае войны Франции и Германии Польша сохранит нейтралитет
и не будет выполнять франко-польский договор, так как он предусматривает лишь оборону от Германии, а не нападение на нее. Париж еще и обвинил в том, что тот не поддержал Варшаву весной 1938 года в желании захватить Литву. Варшава категорически отказалась поддерживать Прагу против Германии. Запретили и возможный пролет советских ВВС для помощи чехословацкой армии. Минуло 80 лет, и что мы видим? Варшава, упоенно целовавшая в разные интимные места Берлин, теперь проделывает те же манипуляции с Вашингтоном. Наверное, именно это Дуда и его сведомые однопартийцы считают храбростью и способностью бороться до конца.